Дворец Шонбрунн – один из красивейших дворцово-парковых сооружений в Европе. Это основная летняя резиденция Габсбургов и одна из крупнейших построек австрийского барокко. Название дворца переводится как «красивые источники» и возникло еще в 1612 году при императоре Матвее. Правление Марии Терезии стало ключевым в истории дворца. Именно она приложила много усилий, чтобы дворец имел свой нынешний вид. Дворец насчитывает 1441 комнату всевозможных размеров, для посещения открыты всего 40. Мария Терезия занималась не только дизайном дворцовых комнат, также по ее желанию был открыт театр, где в представлениях принимали участие и актеры, и ее дети, и даже она сама. Мария Терезия родила ни много ни мало 16 детей. Возможно, поэтому ее супруг Франц I основал возле дворца зверинец, который сейчас является самым старым зоопарком в мире. Новая эпоха в истории дворца началась в 1848 году, когда императорский трон занял Франц Йосиф. Дворец Шонбрунн новый император выбрал в качестве своей главной резиденции и провел здесь большую часть своей жизни. Сюда же он привел и свою красавицу-жену Элизабет Баварскую Сиси. Их жизнь наложила отпечаток на устройство дворцовых помещений, от рабочих кабинетов до спален и салонов. Какие еще есть интересные комнаты во дворце? В зеркальном зале еще при Марии Терезии играл маленький Моцарт. В лаковой комнате в свое время заседал Наполеон Бонапарт. В круглом китайском кабинете проводила тайные совещания Мария Терезия. И, конечно же, один из красивейших залов во дворце – церемониальный зал. Очень красивый зал, хочется насладиться этой красотой и сфотографироваться. Однако тем, кто не смог попасть во дворец, есть что посмотреть и вблизи дворца. Приезжие и туристы с удовольствием поднимаются на вершину холма, где находится павильон Колоннада под названием Глориетта, построенный еще в 1775 году при Марии Терезии. С вершины холма открывается просто шикарнейший вид на дворец и на город. Прекрасные воспоминания о посещении дворца остаются надолго в сердцах приезжих.